Один человек все время страдал. Ему было то слишком жарко, то слишком холодно, то много одного, то мало другого. То хотелось кричать от радости, то забиться в угол от тоски. От переживаний его сердце грубело, тело разрушалось, а мысли застывали в его голове. А когда он совсем перестал меняться, смерть пришла и забрала его. Как? Тебе понравилось жить? Спросила смерть. И да, и нет. В жизни есть солнце, удовольствие и любовь. А есть холод, разочарование, боль. Но главное, я совсем не нашел в ней смысла. Смерть усмехнулась. Когда ты уходил к живым, смысл был, но там ты растерял его. Что ж, я дам тебе совет, как все исправить. Поговори с 3 учителями. Они помогут тебе все вспомнить. После этих слов смерть вернулась мотыльком, и наступила тьма. Тьма была безмолвной и густой, как камень. Как же страшно и холодно. Я никогда никого не смогу найти в этой липкой тьме. Это был первый учитель, черный бог. Он обитал глубоко внизу и был самой тьмой. Он рассказал, что душа человека непрерывно излучает и счастье, и страдания. А значит, человек и есть первопричина всего. Но только тогда, когда в душе человека царит равновесие, его империей правит свобода. Свобода, 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 свобода! Я ждал тебя. Это был второй учитель, белый бог. Он обитал высоко вверху и был самим светом. Он научил человека, что вечность — это сейчас, что будущее и прошлое — это всего лишь разные формы человеческих воспоминаний. Но только тогда, когда человек не живет прошлым и не убегает в будущее, его империей правит свобода. Свобода, 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 свобода! Что ж ты не ищешь 3-го учителя? Я ждал тебя. Я хочу рассказать тебе про черного и белого бога. Они говорили об одном и том же, но все же о разном. Так что же они говорили? Они говорили обо мне. Это я выбираю между черным и белым. Я выбираю между добром и злом, действием и бездействием. Я составляю с миром целое, и мы оба наполняем друг друга. Когда я несу в этот мир красоту, он становится прекрасным. Когда я несу разрушение, он становится безжалостным. В этом и есть смысл. Я вспомнил. Что ж, ты нашел 3-го учителя, Сказала смерть. свое «я». А теперь иди, расскажи об этом людям. Черный бог говорит о земле и живущих на ней, и внутри нее. Белый бог говорит о небе и живущих над головой. Черный бог помогает быть ближе к корням своим. Белый бог зовет в дорогу. Черный бог не дает забыть. Белый бог открывает будущее. Черный бог внутри тебя. Белый бог вокруг тебя. Черный бог — это я. Белый бог — это я. Весь мир качается, но он сбалансирован. Нет покоя нигде и ни в чем. Любой покой разрушается временем. Любой покой разрушается внешним миром. Любой покой нестабилен. Тот, кто умеет держать равновесие, находясь то справа, то слева, то сверху, то снизу, то внутри, то вовне, способен быть над миром. Именно он способен быть Императором черного и белого богов. Радость всегда обращается в горе, слезы всегда обращаются в смех. Нежное со временем становится грубым. Дружба превращается в любовь. Любовь в привычку. Привычка в ненависть. Ненависть в успокоение. Успокоение в любопытство. Любопытство в дружбу. Черный бог обращается в белого бога. Белый бог
обращается в черного бога. Когда черный бог выходит на свет, он становится серым, как все вокруг. Когда белый бог погружается во мрак, он становится серым, как все вокруг. Когда черный бог смотрит на белого бога, а белый бог на черного бога, все обретает краски. Когда черный бог и белый бог становятся единым целым, Обнаруживается я. сознание – это белый бог, тело – это черный бог, я – это черный бог и белый бог. Я – это тот, кто помнит, что было, и думает о том, что будет. Я – это тот, кто не в прошлом и не в будущем. Я – это сейчас. Весь мир – это вечное сейчас. Я центр этого мира. Я центр своей реальности.